у нас при общем кризисе и при общем состоянии экономики, региональных экономик, происходит восприятие происходящего по-разному. То есть у нас, в принципе, народ по-хорошему очень хороший, беспроблемный. Он все может понять, все может на своих плечах вынести, еще не то выносили. Но проблема в том, что сейчас происходит раздвоение сознания, так скажем. С одной стороны, мы говорим о том, что нужно и видим реально, что в ряде регионов происходит свертывание определенных социальных гарантий. Да? Мы видим отмену льгот, мы видим то, что фактически очень много таких решений, они, мягко выражаясь, очень быстро проходят, без обсуждения, без общественного обсуждения. Например, льготы Московской области, когда отменяли, это вообще как-то так по-воровскому принято было. То есть быстро летом собрались, и ко мне в общественную палату, я как в социальной комиссии, как я и предупреждал, огромное количество жалоб пошло о том, что люди просто, которые пенсионеры были на дачах, они поехали в Москву на лечение и встретили там каких-то бугаев в метро, которые им в довольно-таки грубой форме говорят, что вообще ваша льгота кончилась, люди там, слава богу, без летальных исходов, но очень нервов много и обозленных много людей осталось. Кстати, вот мы с многими пенсионерами общались по Подмосковью, из Краснодарского края. Вот мы будем проводить в общественной палате слушания на эту тему, учитывая два опыта, которые сейчас вот мы, Подмосковье и Краснодарский край. Кстати, вот, так скажем, активная деятельность пенсионеров по защите своих прав в Краснодарском крае, она многим пенсионерам Подмосковья надежду дала такую, как вот ко мне приехали целые группы, таких вот инициативных групп по Подмосковью, и сказали, что вот мы теперь будем дальше продолжать бороться, потому что вот там какой-то результат есть. Соответственно, по критерию нуждаемости, к сожалению, это очень такое, аморфное понятие критерия нуждаемости. Как я понимаю, я вот не видел формулировки, что такое критерий нуждаемости на данном этапе. Это первое. Второе, к сожалению, мы знаем, что критерий нуждаемости, если даже будет сформулирован и какие-то определенные стандарты, цифры будут озвучены, то, к сожалению, мы знаем, что люди могут перейти из одной категории в другую очень быстро. Да? Вот сегодня у тебя там есть какие-то доходы там, и какие-то здоровье, а там завтра у пенсионера здоровья и доходов уже может и не быть, и, соответственно, пока он перейдет в категорию из одной в другую, там можно умереть вообще, откровенно. Учитывая, кстати, вот по поводу, как я и предупреждал, вот эти вот компенсации в Московской области, там 400 рублей в год, которые были, фактически они не работают. То есть, опять-таки, как и говорилось, пенсионеры, которые пытались эти компенсации получить, я не знаю еще ни одного случая, когда люди пришли в Подмосковье, в каких-либо городах, вот эту компенсацию получили. Не говоришь о цифре этой компенсации. То, что касается, вот где деньги взять, бюджет, как шагреневая кожа, так он уменьшается. В регионах это не первый, не последний регион. К сожалению, мы будем увидеть еще очень много регионов, которые будут сворачиваться. Но тут у нас был такой спор, когда мы летом это обсуждали, что вот многие аргументы вот этих вот депутатов Московской областной думы был таков. Основной из аргументов, что много, там, по-моему, 1,5 миллиарда или там 2 миллиарда выделялось на эту льготу, а, соответственно, пользовались этой льготой там какое-то ничтожное количество людей, и, соответственно, есть смысл это, справедливо перераспределить. На что я отвечал, всегда и отвечаю. Тут еще раз повторюсь, если кризис, то кризис должны страдать все категории граждан. И пенсионеры, и чиновники, и государственные служащие, и муниципальные служащие, то есть все. То есть да, все должны быть в одной лодке. И, соответственно, если будет ясно, что, например, депутат Московской областной думы первым шагом, например, урезали свои социальные страхования, льготы. Вот я говорю, что вот молодой человек, вы здоровый депутат, да, ваша семья пользуется определенными льготами, но это не значит, что медицинскими, но это не значит, что вы туда каждый день ходите, но каждый месяц довольно-таки серьезные суммы выделяются на это медицинское, социальное обслуживание, курортно-санаторное обслуживание, говоря о инфраструктуре и поддержке, так скажем, вас с точки зрения автомобиля, бензина и так далее.
Вот я хочу, чтобы многие власть придержащие, слава богу, такие есть, и много понимающих, именно перешли в другой разряд обсуждения. То есть, если мы увидим, что власти, в региональной власти, которые тратят баснословные деньги на определенные праздники, мы видим кучу скандалов коррупционного характера, когда там по закупкам, мы видим кучу других актов несправедливости. Вот если они начнут с себя, а вот в последний момент уже вот, ну, как бы ужались по всем параметрам, губернаторы, региональные чиновники там, и так далее. И уже последним актом они смогут с чистой совестью сказать, вот теперь давайте какие-то льготы снимать. Вот я вот за такую. Но и вообще, конечно, надо президентские указы майские выполнять. Они, к сожалению, по-моему, 10% всего выполнены-то. Вот к этому надо стремиться, а не стремиться снимать с себя социальные обязательства в регионах.